Признаки женщины, которая хочет секса с вами, но стесняется. В современном мире межличностных отношений распознавание сигналов интереса может быть настоящим искусством. Особенно когда речь идет о женщинах, которые испытывают сильное сексуальное влечение, но из-за стеснительности, воспитания или социальных норм не решаются выразить это открыто. Многие мужчины пропускают эти тонкие намеки, что приводит к упущенным возможностям. В этом видео мы разберем ключевые признаки, указывающие на то, что женщина действительно желает интимной близости с вами, но скрывает это за маской скромности. Мы опираемся на психологические наблюдения, исследования и реальные примеры из жизни. Видео поможет вам лучше понимать женский язык тела и поведения, чтобы действовать уверенно и уважительно. Почему женщины стесняются выражать сексуальное желание? Прежде чем перейти к конкретным признакам, стоит понять контекст. Женщины часто сталкиваются с двойными стандартами. Общество ожидает от них скромности, в то время как мужчины поощряются к инициативе. Стеснительные женщины могут бояться отказа, осуждения или просто не знать, как подать сигнал. По данным психологов, которые изучают невербальную коммуникацию, до 93% информации передается без слов, через жесты, мимику и позы. Это значит, что внимательное наблюдение за ее поведением может раскрыть истинные намерения. Если женщина стесняется, ее сигналы будут интимными. Она не будет флиртовать агрессивно, как экстраверт, но даст намеки, надеясь, что вы их уловите. Важно! Всегда уважайте границы и получайте явное согласие перед любыми действиями. Теперь перейдем к основным признакам. Длительный зрительный контакт с отведением взгляда. Один из самых классических сигналов, когда она смотрит вам в глаза дольше обычного, но затем быстро отводит взгляд, часто с улыбкой или румянцем. Это признак влечения. Она хочет заглянуть в вашу душу, но стесняется. Девушки, по наблюдениям экспертов, держат контакт 2-3 секунды, затем смотрят в сторону, но продолжают поглядывать украдкой. Если вы заметите, что она смотрит на ваши губы или тело, это прямой намек на сексуальный интерес. Частые случайные прикосновения. Она случайно касается вашей руки, плеча или ноги во время разговора. Это не случайность. Стеснительные женщины используют тактильный контакт, чтобы выразить желание близости, но маскируют его под невинность. Если прикосновения повторяются и кажутся наслаждаемыми, она не отстраняется. Это сигнал. Она представляет, как это перерастет в нечто большее. Суета и нервозность в вашем присутствии. Fidgeting. Ёрзание. Игра с волосами, одеждой или предметами. Типичный признак. Когда женщина возбуждена сексуально, но стесняется, ее тело выдает напряжение. Она может крутить локон, поправлять платье или постукивать ногой. Это не раздражение, а подавленное желание. Сравните с тем, как она ведет себя с другими. Если только с вами, то дело в влечении. Близкое расстояние в общении. Она подходит ближе, чем нужно? В зоне личного пространства, менее 50 сантиметров, это интимный сигнал. Стеснительные девушки не будут вторгаться агрессивно, но найдут повод помочь с чем-то или лучше услышать. Если она не отходит, когда вы приближаетесь, она готова к большему. Комплименты и похвала. Женщины редко говорят прямо, но могут хвалить вашу внешность или качество косвенно. «Ты выглядишь так мужественно сегодня» или «У тебя такие сильные руки». Это намек на то, что она фантазирует о вас. Если комплименты касаются тела, сексуальный подтекст очевиден. Румянец и улыбки. Когда вы шутите или флиртуете, она краснеет и улыбается, опуская глаза. Румянец. Физиологическая реакция на возбуждение. У стеснительных это особенно заметно. Она хочет показать интерес, но скрывает его за скромностью. Имитация вашего поведения. Мимикрия.
Подсознательное копирование поз, жестов или слов. Если она повторяет ваши движения, это знак симпатии и желания сблизиться. В сексуальном контексте это значит, что она настраивается на вас, готовясь к интиму. Предложение помощи или совместных дел. Она предлагает помочь с работой, приготовить ужин или провести время наедине. Это способ создать интимную атмосферу без прямого признания. Стеснительные женщины используют такие предлоги, чтобы перейти к сексу без слов. Частые сообщения или звонки. В цифровую эпоху сигналы приходят онлайн. Она пишет первой, шлет мемы или фото, намекая на личное. Если темы становятся интимными, шутки о сексе, но она быстро меняет тему, стеснение в действии. Изменения в одежде или внешности. Вдруг она одевается сексуальнее в вашем присутствии. Глубокий вырез, облегающая одежда. Это подсознательный намек. Она хочет привлечь ваше внимание к телу, но не скажет об этом. Долгие разговоры наедине. Она затягивает беседы, особенно вечером. Это шанс для эскалации. Стеснительные девушки надеются, что вы сделаете первый шаг. Физическая близость в группе. В компании она садится рядом, касается или смотрит только на вас. Это выбор партнера для интима. Шутки с сексуальным подтекстом. Она шутит о сексе, но краснеет. Это тест на вашу реакцию. Приглашение домой. Зайди на чай. Классика. Если она стесняется, добавит оправдание. Покажу фильм. Тело повернуто к вам. Открытая поза. Ноги и торс направлены в вашу сторону. Знак доверия и желания. Заключение. Распознавание этих признаков требует практики и эмпатии. Если вы видите несколько сигналов, действуйте мягко. Начните с комплимента или легкого прикосновения. Помните, стеснение — не отказ, но всегда уточняйте согласие. Понимание этих нюансов улучшит вашу личную жизнь. Если сигналы неоднозначны, лучше спросить прямо. Честность ценится.